Это новый Уренгой. Здесь совершил жесткую посадку самолет Ан-12. Также в выпуске военкор Первого канала подорвалась на мине. Американская разведка считает Россию угрозой США, а под Москвой произошла перестрелка. Об этих и других новостях в ближайшие несколько минут на канале Ходорковский Лайв. Ставьте лайки. Россия представляет угрозу для США, даже если закончит войну в Украине. Такой вывод следует из доклада американской разведки, который представили накануне в Сенате. Независимо от того, как и когда закончится война в Украине, нынешние геополитические, экономические, военные и внутриполитические тенденции России подчеркивают, что она продолжает представлять угрозу мощи, присутствию и глобальным интересам США. Американские спецслужбы пришли к неутешительному выводу. Россия выдержала 3 года в изоляции и может продолжать войну еще долго. Накануне Дональд Трамп в комментарии журналистам заявил, что, несмотря на миролюбивую риторику, Кремль намеренно оттягивает реальное заключение мира. Кажется, президент США начал что-то подозревать. Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтс впервые прокомментировал скандал с утечкой военных планов Белого дома из мессенджера «Сигнал». По словам главреда журнала «Атлантик» Джеффа Голдберга, именно пользователь Майкл Уолтс добавил его в секретный чат, где сотрудники администрации обсуждали планы ударов по йеменским хуситам. В свою очередь, Уолтс в интервью Fox News заявил, что не знаком с Голдбергом, однако берет на себя ответственность за случившееся. Я беру на себя всю ответственность. Я создал группу. Но это история, с которой нам нужно разобраться. И это стыдно, да. Впрочем, слишком много о своей роли Уолтс рассуждать не стал и в основном сфокусировался на личности Голдберга и своих претензиях к нему. Я не сторонник теории заговора, только вот почему-то из всех людей именно этот парень, который врал про президента, врал семьям награжденных золотой звездой, врал их адвокатам, занимался мистификациями про Россию, делал все, чтобы оболгать и очернить президента Соединенных Штатов. И вот этот самый парень почему-то попадает в чей-то список контактов и влезает в эту группу. Ранее Дональд Трамп заявил, что не собирается увольнять Уолтса и что инцидент был ошибкой. А в чате, куда попал журналист, не было ничего важного. Однако ряд демократов призывают к проведению расследования и наказанию причастных к упущению чиновников. Бывший глава Пентагона и ЦРУ Леон Панетта заявил изданию Independent, что кого-то из чиновников необходимо уволить. Случившееся он назвал серьезной ошибкой, которая может подорвать национальную безопасность и поставить жизни под угрозу. Военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области на границе с Украиной. В пресс-службе Первого сообщили, что она подорвалась на мине. Азат-военкор Романов рассказал, что Прокофьева погибла, выполняя редакционное задание в Демидовке Красноярского района. Ранее все тот же Романов заявил, что ВСУ здесь удалось прорвать границу. В Рио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что также тяжелые ранения получил оператор Первого Дмитрий Волков. Его доставили в больницу. Прокофьева уже 4-я погибшая сотрудница государственных СМИ на этой неделе. В понедельник стало известно, что в самопровозглашенной ЛНР погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак, а также оператор и водитель канала «Звезда» Андрей Панов и Александр Серкели. 1 человек погиб при обстреле Донецкой области. Украинские власти сообщают, что Россия атаковала Покровск беспилотниками и артиллерией. Прилеты зафиксировали в 7 населенных пунктах области. Среди пострадавших есть дети. Дроны также атаковали Днепропетровщину. В результате началось несколько пожаров, повреждено административное здание. Здесь обошлось без жертв и пострадавших. Также под активными обстрелами Сумская область. Областная военная администрация сообщила о 25 атаках на приграничной территории и населенные пункты. Повреждены многочисленные объекты гражданской инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала. Суд в США временно запретил приостановку финансирования «Радио Свобода». Запрет будет действовать до тех пор, пока не будет рассмотрен по существу иск медиакомпании к агентству США по глобальным медиа. «Радио Свобода» оспаривает решение, согласно которому агентство больше не будет финансировать его работу из средств, выделенных Конгрессом США. Судья Ройс Ламберт постановил, что исполнение этого решения нанесло бы непоправимый ущерб, я процитирую. «Руководство USAGM не может при помощи одной фразы практически без обоснования заставить радио «Свободная Европа», радио «Свобода» прекратить работу, даже если президент распорядился это сделать». Конец цитаты. Президент и генеральный директор радио «Свобода» Стивен Капус поблагодарил суд за, цитата, «продуманное и однозначное решение». Теперь в компании надеются, что в дальнейшем их позиция также продвинется и отказ в средствах признают неконституционным.
Масштабный сбой в работе российских онлайн-сервисов может быть связан с хакерской атакой. Издание «База» пишет со ссылкой на свои источники, что целью были сервисы компании «Лукойл», но вскоре перебои начались в системе быстрых платежей. Из-за этого были недоступны сервисы нескольких крупных банков. Перестрелка произошла сегодня около 7 часов утра в подмосковном железнодорожном жилом комплексе Ольгина парк. Неизвестный подкараулил у подъезда местного жителя и открыл огонь. После этого из автомобиля выбежал охранник пострадавшего и начал стрелять в ответ. Нападавшему удалось скрыться на бежевой шестерке, где его ожидал сообщник. Однако вскоре его задержала полиция. Связанный с силовиками канал «База» пишет, что по предварительным данным стрелок оказался военнослужащим. Он в полиции, но давать показания отказывается. Информации о личности пострадавшего пока нет, но известно, что после инцидента его на скорой увезли в больницу. У грузового самолета Ан-12 при посадке надломилась стойка шасси. В результате он выкатился на боковую полосу и завалился на левый бок. Это произошло в аэропорту Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа. На борту находились 8 членов экипажа. По предварительным данным, никто из них не пострадал. Как пишет «База», за 2 дня до происшествия, 24 марта, у Ан-12 уже были проблемы с шасси. Однако тогда, после нескольких кругов над аэропортом, все-таки удалось его выпустить. Аэропорт пришлось временно закрыть. На месте работают следователи транспортного следственного комитета. В Красноярске крупный пожар. Загорелось здание для складирования мусора на улице Энергетиков. Площадь пожара 1000 квадратных метров. К тушению привлекли более 40 сотрудников и 13 единиц техники. Однако локализовать горение удалось лишь спустя несколько часов. К месту направлены специалисты для анализа воздуха на предмет превышения вредных веществ. В России стали цензурировать сцены жестокости. Так на телевидении выполняют указания Минцифры снизить количество агрессивного контента. На это обратили внимание наши коллеги с канала «Можем объяснить». Под удаление попали не только сцены драк и убийств, но и курения еще, например. Цензура коснулась как федеральных, так и кабельных каналов, которые зрители могут смотреть только по подписке. Вот наглядный пример. Говорят, он в заведении у голландца. Но такого места нет. А я знаю, где это. Говорят, он в заведении у голландца. А я знаю, где это. Иронично, что такая цензура действует в милитаризированной до предела путинской России. Однако, как отмечает собеседник, можем объяснить, как раз ежедневные сообщения о смертях и разрушениях и могут быть причиной. Процитирую. Видимо, считают, что уменьшение подобных сцен на телевидении улучшит ситуацию. Друзья, это все новости, о которых я хотела вам рассказать. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, ну и заодно подпишитесь на канал «Можем объяснить». Там тоже очень классный контент. Ну а мы с вами увидимся. Всего хорошего.